Чем отличается техплан от техпаспорта? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Владельцы различных объектов недвижимости часто сталкиваются с понятиями технический паспорт и технический план, но не всегда понимают, что это и каковы их отличия. В данном видео мы рассмотрим эти вопросы подробнее. Что такое технический паспорт? Технический паспорт на квартиру – это документ, выдаваемый БТИ, в котором указаны основные характеристики и параметры устройства, его производитель, модель, серийный номер и другая информация, необходимая для идентификации устройства. Паспорт выдается на различные виды оборудования во время ввода объекта в эксплуатацию. Он представляет собой документ, удостоверяющий соответствие устройства установленным нормам, правилам и стандартам. В каких ситуациях может потребоваться техпаспорт? Он может потребоваться в различных ситуациях, связанных с эксплуатацией техники. Наиболее распространенными ситуациями, когда может потребоваться паспорт, являются следующие. При покупке или продаже недвижимости. В этом случае документ выступает в качестве подтверждения того, что объект соответствует установленным нормам и требованиям безопасности. При проведении модернизации объекта. В этом случае он позволяет определить необходимые запчасти и расходные материалы, а также установить требования к квалификации специалистов, которые будут проводить работы. При получении разрешительной документации на эксплуатацию объекта. В некоторых случаях паспорт является обязательным документом при участии в тендерах или конкурсах на поставку техники или оборудования. Что такое технический план? Технический план дома – это документ, в котором описываются характеристики и особенности объекта недвижимости. Его площадь, высота потолков, расположение окон и дверей, инженерной системы и другие параметры. Также может содержать информацию о состоянии здания или сооружения, его возрасте и истории эксплуатации. План составляется на основе обследования объекта и может использоваться в различных целях. Он может быть необходим при проведении реконструкции или ремонта объекта, при продаже или аренде недвижимости, при переходе права собственности и в других случаях. В некоторых странах он является обязательным документом при продаже или покупке недвижимости. В России, например, план обязателен для составления при продаже квартиры или дома, если здание было построено до 2004 года. Он также может потребоваться при проведении инвентаризации объекта в целях уточнения его площади и других параметров. Когда нужен техплан? Обычно требуется в ситуациях, связанных с изменением функционального назначения объекта недвижимости, строительством новых зданий, реконструкцией или перепланировкой уже существующих объектов, а также при проведении капитального ремонта. К примеру, если вы планируете строительство нового здания или реконструкцию существующего, то для получения разрешения на эти работы вам потребуется предоставить технический план. Нужен ли технический план дома? Конечно, да. Этот документ позволяет убедиться, что проект соответствует всем требованиям, установленным законодательством, и что строительство будет безопасным для людей и окружающей среды. Также он может понадобиться при покупке объекта недвижимости, если покупатель планирует проводить на нем реконструкцию или перепланировку. В этом случае технический план позволяет оценить технические возможности объекта и понять, какие изменения в нем можно внести. Что важнее, техплан или техпаспорт? Как было упомянуто ранее, технический паспорт и технический план – это документы, которые необходимы для различных целей, и у них разные функции. Важность каждого из этих документов зависит от целей, для которых они используются. Технический паспорт является основным документом, который описывает технические характеристики объекта недвижимости и его параметры. Он может потребоваться при продаже, передаче, аренде или иных операциях с недвижимостью. Технический паспорт гарантирует, что объект соответствует определенным стандартам качества, безопасности и прочности. Технический план, с другой стороны, является более детальным документом, который содержит информацию об объекте недвижимости, его технических характеристиках, материалах, используемых в конструкции, а также графическое представление и планировку помещений. Он может потребоваться для проведения ремонта, реконструкции, перепланировки или для получения разрешения на строительство. Таким образом, и технический паспорт, и технический план имеют свою важность и необходимость в различных ситуациях. Если речь идет о продаже или передаче недвижимости, то важен технический паспорт. Если же требуется ремонт, реконструкция или строительство, то важен технический план. Оба документа могут потребоваться при получении разрешения на использование помещения в определенных целях. В целом можно сказать, что каждый документ важен для своих целей, и они не могут заменять друг друга.
Важно понимать, что недостаток одного из этих документов может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому рекомендуется тщательно изучать требования и соблюдать все правила при оформлении технических документов для объектов недвижимости. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.